Привет, друзья! Это юрист Валерий Табаков. Сегодня 5 февраля 2026 года. Я снова с вами, чтобы разобрать свежие события по резонансному делу об убийстве Ирины Фарион, уголовному производству номер 466/12-967/24, которое рассматривается в Шевченковском районном суде города Львова. Обвиняемым по делу проходит Вячеслав Зинченко. И, как мы видим, процесс уже давно превратился в настоящую эпопею с бесконечными переносами. Как я и говорил в своем предыдущем видео от 28 января 2026 года, судебное заседание по делу, которое было официально назначено на сегодня, 5 февраля в 14:00, не состоялось. Никакого рассмотрения по существу просто не было. Официальная причина не озвучена судом публично. В расписании суда дело просто исчезло из активных слушаний на этот день. Кстати, об этом уже вчера, 4 февраля, очень четко и прямо сообщила дочь погибшей Ирины Фарион, София Особа. Она разместила посты одновременно в своем телеграм-канале и в Инстаграм, где прямо написала: «Завтра суд не відбудеться. Судові засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон, заплановані на 5 та 6 лютого, не відбудуться з объективных причин». То есть она заранее предупредила всех, кто собирался прийти на поддержку или просто следить за процессом, что заседание не состоится. Сейчас просто посмотрим страницу с расписанием Шевченковского районного суда Львова на 5 февраля. Вот эта страничка с расписанием Шевченковского суда. Дел, которые назначены на сегодня, на 5 февраля. Значит, что мы здесь видим? Я специально выделил фамилию судьи Невойта для поиска, поэтому здесь отображаются только дела, которые слушаются с участием Невойта. И вот видим мы в самом низу, вот здесь вот, значит, дело 5.02.2026, 14:00, Невойт, Баева, Эдер. Номер дела 466/12-967/24. Потерпілий Софія Особа, Романик Наталія, Зінченко Вячеслав обвинувачений, захисник Німіровський, захисник Суліма, захисник Вороняк, експерт Довжаніця, експерт Мандрик, експерт Руда, експерт Сарачук, Алина, експерт лингвист. Это на сегодня на 14:00 было назначено. Теперь переходим к следующему пункту. Следующее по очереди заседание по этому же делу уже запланировано, кстати, уже внесено в официальное расписание Шевченковского суда города Львова на 11 февраля 2026 года на 10:30. То же самое уголовное производство, тот же состав участников, тот же зал, 15-й кабинет на 3-м этаже, по адресу Сечевых Стрельцов, 12. Посмотрим эту страничку, где внесено это слушание уже в расписании суда. Вот это 5. Смотрим 6, 9, 10 и вот 11. Видите, да, друзья? На 10:30 Невойт, Баева, Эдер. Номер дела потерпілий Софія Особа, Романик, Зінченко, Німіровський, Суліма, Вороняк, Довжаніця, Мандрик, Руда, Сарачук. Вот на 11.02 в 10:30
в расписание это слушание внесено. И самое любопытное во всем этом и, честно говоря, показательное. Группа поддержки Зинченко, я имею в виду так называемую бесноватую Мусихину и ее компанию пожилых женщин с футболками с изображением Зинченко, активно распространяют в своих каналах и чатах информацию о том, что якобы на одном из предыдущих заседаний Зинченко официально отказался от услуг адвоката Юрия Немировского. Они пытаются создать впечатление, что Немировский уже вышел из процесса. И это якобы какая-то важная победа или смена тактики защиты, но давайте посмотрим на факты, а не на слухи. Мы открывали официальное расписание Шевченковского районного суда Львова, и что мы видели? Фамилия Немировский Юрий Владимирович по-прежнему стоит в списке защитников обвиняемого. Она присутствует и в записи на 5 февраля, которое не состоялось заседание, а также и в актуальной записи на 11 февраля 2026 года. То есть по состоянию на сегодняшний день, по данным портала судебной власти Украины, Немировский официально не отстранен от дела. Он все еще является одним из адвокатов Зинченко. Что это может означать на практике? Вариантов несколько. Либо заявление об отказе от адвоката, если оно вообще подавалось Зинченко, не было должным образом оформлено и зарегистрировано в материалах дела. Либо суд его не удовлетворил по процессуальным причинам. Либо это была просто устная декларация, которая не повлекла юридических последствий. Либо, что тоже вероятно, это очередная информационная манипуляция со стороны группы поддержки Зинченко для того, чтобы создать у своих подписчиков нужную картинку и поднять, так сказать, моральный или, вернее, даже аморальный дух. В любом случае, пока фамилия Немировского стоит в официальном списке участников, а значит, он остается в деле. Не верьте, друзья, всему, что пишут в своих телеграм-каналах и закрытых чатах поддержки обвиняемого группа Мусихиной. Всегда проверяйте первоисточник, официальный сайт суда и реестр судебных решений. Ситуация в целом остается прежней. Процесс системно затягивается уже больше года. Постоянные неявки адвокатов защиты, чаще всего под предлогом болезни, переносы заседаний один за другим. И при этом Вячеслав Зинченко продолжает находиться под стражей без права внесения залога. Срок содержания под стражей продлен до 9 марта 2026 года решением от 8 января этого года, и пока изменений нет. Доказательная база со стороны обвинения уже в значительной степени исследована. Есть видеозаписи, адерологическая экспертиза с 99,9% совпадения запаха, данные из изъятой техники, показания свидетелей и многое другое. Сейчас должны переходить к доказательствам и экспертам со стороны защиты, но из-за этих бесконечных переносов все движется черепашьими темпами. Будем внимательно следить за тем, что произойдет 11 февраля. Если заседание состоится, я обязательно сделаю отдельный обзор и расскажу, что там обсуждалось. Если опять перенесут, тоже сообщу и проанализирую причины. Друзья, подписывайтесь на канал
Если еще не подписаны, ставьте лайк под этим видео, пишите в комментариях свое мнение. Считаете ли вы, что защита сознательно тянет время, или это действительно объективные причины? Ваши мысли очень интересны. До новых встреч. Это был Валерий Табаков. Берегите себя и близких. Пока.